Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и не подписчики. Зеленая комната на балконе, наконец-то. Ну, немножко прохладно, у нас шли сильные дожди. И еще будет сегодня дождь. Ну, мы решили вот эту паузу взять перед дождем. Значит, смотрите, сегодня у нас и показ новых растений, и пересадка тут же одновременно. Я буду рассказывать, что я сегодня в новый грунт добавляю. Я немножко изменила состав грунта. Это у меня вот этот вот после червей, как он называется, хумус натуральный. Здесь кокосовый субстрат с перлитом. Также немножко добавила минерального грунта для большей рыхлости. Сейчас буду добавлять осмокот побольше. Вы знаете, что осмокот — это удобрение, которое длительного пользования. Оно где-то действует 4-6 месяцев. Вот, насыплю побольше, потому что этот грунт у меня не на раз замешивается. Дальше. Экономь, Валя. Он же дорого стоит. Я знаю. Дальше добавляю немножко грунта с цинком. Производство Ceramys. Очень хороший. Он тоже идет тоже уже с Ceramys. Ну, кто меня постоянно смотрит, они знают, что это Торфрай. Посмотрите, это не реклама, я никому ничего не советую. Я просто рассказываю то, что я пользуюсь. Дальше немного добавлю вот такого гранулята. Это Ceramys. Вот такой, покажи, Игорь. Он немножко... Красивый. Красивый, но он немножко мелкий. Сейчас надо... Ничего. Вот. Давай больше добавлю чуть-чуть. Он хороший. Вот. Дальше все. И добавлю еще у меня, я недавно приобрела, называется циолит. Почему-то с вот такой сеточкой приобрела. Для чего, так и не знаю. О. Но я покупала там, где аквариумные рыбки. Может быть, оно и что-то с аквариумом связано. И вот такого. Вы представляете, какой грунт мощный? Я уж не знаю. Там еще, кстати, песок есть. Немножко. Правда, песок очень мелкий. Прям немножко. Чтобы не утяжелял почву. И вот такого циолита. Сейчас я при вас замешаю. Тут у меня много чего стоит. Посмотрите, какой грунт хороший получается. Очень аппетитно выглядит. Да вообще. Еще бубен надо купить, Игорь. Знаешь, еще вот над цветами надо с бубном плясать. И вот тогда... чего нам не хватает. Да, да. Это называется пляски с бубнами. Да. Так, я до глубины не буду вот так мешать. В общем, замешала я. Считайте, что я замешала. И вот такой вот грунт у меня получился, смотрите. Это очень хороший. Кстати, тут вместо нормального грунта кокосовый субстрат, я еще забыла сказать. Большую часть кокосового субстрата. Вот, я теперь решила вот так поступать со своими растениями. Я с ними быстро разбираюсь, да, Игорь Иванович? Как не слушается их, у нас есть кладбище. Ну, начнем сажать. Значит, я уже тут приготовила кое-какие эти свои любимые. Но они для минерального грунта. Сегодня я решила попробовать с обыкновенным грунтом поставить вместе с фильтром, с фитилем. Попробую. Но я не уверена. Хотя я уже приготовила и такие вот. Это у меня просто вот такие. Валя, почему? Поэкспериментируй, так сказать. Ну, одно растение поэкспериментирую, остальное не буду, Игорь. Что-то мне жалко их. Смотрите, вот такой плющ я купила. Покажи ближе. Мы в прошлом видео, вы обратили внимание, что я показываю, что я никогда такой плющ не видела. Он очень хорошо разросся. Посмотрите, корешки какие у него. Правда, корешки уже присохли. Вот. И мы его сейчас будем размешивать. То есть я вот этот верхний грунт уберу немножко. Не буду трепать сильно. Оно растение перенесло, видно, стресс.
Потому что они у нас еще, кстати, давно стояли, долго. Вот. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. Немножко насыпем. Вот так. Сегодня будет недолгая пересадка, потому что Игорь Иванович потихоньку убирает тут у меня. Да мешает, Валя. Он у нас такой вот, любит, чтобы чисто было, чистоплотный очень. А я, когда сажаю, мне все равно, как говорится. Ну, все равно же грунт сыпется, песок, камни летят. Вот такую вот красоту я сегодня пересадила вместе с вами. Посмотрите, очень красивый плющ. Дальше вот Да, такой. я тоже такого не видел, Валь, никогда. Да. Я даже не знаю, как он называется. Надо посмотреть в гугле. Ну, может, кто из наших подписчиков знает. Ну, вот еще я сажаю опять. Тут вместе есть Цинодапсус и Happy Leaf. Я хочу такой вот сделать, чтобы он стоит, корни у него есть, но слабо развивается. Я подумала, посажу-ка я его в грунт, где будет больше удобрения и на солнышко, на свет. Он у меня сегодня, вот это пересаженное, останется уже на балконе. То есть мы потихоньку растения будем переносить на балкон. От них будет хоть солнце увидят. Потому что они у меня хоть освещение, хоть что, но они стоят бедные. Мне так их жалко иногда. Хоть и вот, например, по сансевериям я хочу сказать, добавить. Я, например, когда сансеверии сажала, я делала ошибки. Вы мне писали, что надо сажать в более маленький... Вот, посмотрите, я буду наблюдать за корневой системой. Надо сажать в совсем маленькую емкость, потому что он сансеверии очень маленький корень. А я ж сажаю, она ж думаю, она как вырастет сейчас у меня. А он И, да, не растет. и ошибаются, когда пишут, ой, надо вам... О, глянь, отломился. Это я посажу отдельно. Размножаю, Валя. Была одна сапелия, будет две. Это сапелия, Игорь Иванович. Ну, Он всегда так называет, сапелия. Вот такой тут прямой торф. Конечно, какое тут удобрение? Никакого. Ему нечем питаться. Воткнули, корни пошли, подлили гормоны. И все, и нормально. Как-то... прям одна пыль там, Валя. Ну да, надо больше посадить. Я его посажу вот в этот, чуть больше. Вот. Теперь я буду стараться сажать в маленькие горшки, потому что крупные растения у меня ушли, а мелкие надо сажать, пока вот лето, они подрастут, а к осени мы будем стараться от их избавиться. Ну как избавиться? Продать, может быть, излишки. Размножать. Летом будем излишки. Мне уже там много есть, которые сейчас стоят в воде. Укореняю, а потом вот так пересажу и будем наблюдать за ними. Естественно, будет полив более тщательный. А я еще не дорассказала за сансеверия. Сансеверии любят свет. У меня сансеверии стоят в таком полутемном. А я думаю, что они так у меня плохо растут. Вот. Ну ты попробуй одну часть сюда вынести на балкон. Ну вот, и наверное, посмотрим. скорее всего, сансеверии пойдут все на балкон у нас. Дальше я вот Так. эту стапелию купила, я забыла вам сказать. Эти все, это за 3,50 я купила. Это все по 1 франк 50 центов. Все вот эти растения по 1 франку 50. Это единственное было дорогое растение, которое мы купили за 3 франка. Остальные я там показывала видео, что цены, несмотря ни на что, полки пустеют, и сейчас ожидается новые. Глянь, как корни намотались, как веревки. И сейчас буду ожидать новое поступление растения. О, видите? Ну что ее, сейчас верхний грунт уберу и посажу ее в нормальный горшочек. И пусть растет. Вот это у меня чистые были, это я сюда сейчас земли насыпала. Как я говорила, я не выбрасываю бэушные, бывшие употребления горшки. Я в них опять пользуюсь и сажаю.
Ты не знаешь, что большим этим совком? Не знаю. Ты за мной сегодня не следишь, Игорь Иванович. Я слежу молча, Валя. Почему молча? Я потом буду записывать все и тебе предъявлю список претензий. Вот слегка притаптываем, слегка. И все. Это у меня традисканция необыкновенного цвета, посмотрите. Тоже новое для меня растение. Ну, будем обследовать. И видите, она были крупные листья, а сейчас вот мельчит. Почему, не знаю. Что с ней происходит? Ну, красивая, да? Да. Ну, такое пушистое, как медвежонок. Красивая. И вот второе точно такое, только, смотрите, тут пол-листа белых, а здесь полосочки такие интересные. Ну, купила, думаю, ну, что с ними делать? Хочется купить. А тут тоже заплелись космы. Растения мы, когда вот, ну, пересаживаем, мы не вытягиваем вот так резко. Стараемся меньше, чтобы повредились корни. А у кого есть уже повреждения корня, то эти корни надо убирать, естественно, чтобы они не гнили и не заразили полностью растения. Также можно смотреть, на корнях может быть находиться и мучнистый червец, и грибок какой-нибудь. То есть это все надо наблюдать. Но я уже так никому ничего не рассказываю, я просто смотрю, потому что я уже знаю, знаете, думаю, что все знают. Вот. Вот такой вот еще Ну, традисканс. я не знал, Валя, вот как ты? Мне же тоже надо рассказывать. Ну вот, рассказываю. Надо, Игорь Иванович, тебя приучать к растениеводству. Что-то он у меня не полностью сядет, наверное. Потому что... Ой. Постучала немножко. Вот. Ну, за эти дни у нас было много дел, ничего, правда, не изменилось. Мы вам делали видео, посмотрите, еще будет вот посещение садового центра, потом пересадка, потом опять посещение. Ну, нам нравится ходить по центру. Тебе нравится ходить? Ну, Валя, ну если тебе нравится, мне, конечно. Я там получаю эстетическое удовольствие просто. Вот, смотрите. Ну, Тебе же приятно, если я рядом? конечно. Ну вот. и Кто-то мне бурчит рядом, ходит, и то дело. Смотрите, это загубленная лаванда. Видите? Не знаю, надеюсь спасти ее, но не уверена. Не уверена. Может, какая-то еще выйдет. Там долго стояли у нас эти растения, поэтому мы на балконе оставим ее, Игорь Иванович, как обычно, да? Чтобы у нас лаванда росла. Но если не вырастет, прям пойдем купим большой куст, да и все. Ну, лаванда, она вот, я видела во Франции, там вообще такие засухи бывают, такая жара, растет себе. У меня чуть-чуть постояла в доме, вон, что с нее произошло. Вот. Вы заметили, что я сейчас корни не очищаю сильно, потому что это куплено в том садовом центре, который сам производит растения, ну, выращивает. И у них всегда и хороший грунт, и ну, хорошие, ну, качественные растения. Хоть и дешевые. Там такая толпа шла. Вот, пересох. Это у нас на букву К, Игорь. Кротон. Кодиум. Я его всегда на это ловлю. Сама-то точно еще не все выучила растения, а Игоря Ивановича все равно подлавливаю. Он выучил кротон. Он думает, что все растения на К – это кротон. Да, Игорь? Давай я тут буду сыпать. То хороший грунт уходит на выброс, это плохо. Немножко шумно, вы нас извиняете, но рядом школа. И сейчас видно... До школы ничего, Валя. А как А, там птицы футбол. поют, ты слышишь? Да, В лесу. да, слышу. Сейчас
Пересадку, Валь, закончишь, пойдем погуляем в лес. Диффенбахия. Болезненная, правда. Вот. Сейчас я немножко сложу. Видите, вот в каком они грунте сажают. Неплохой. Тоже рыхлый грунт, все. Сейчас мы ее чуть-чуть расправим, корешки, чтобы она получила больше питательных. Все это, конечно, польется. Еще я буду поливать еще с одним удобрением. Значит, я недавно купила. Это называется вот такой вот РОЦ. Это для корней очень хорошо, микроорганизмы. То есть они помогают корням адаптироваться быстрее намного и улучшится состояние. То есть вот эта вот пипеточка на вот такой полив. Ой, на такую вот, как поливалка. Леечка, Валя. Леечка. О, С пипеточкой. с пипеточкой. Вот. И будем и прольем эти все растения. Естественно, уже без вас. Я при вас наведу. И без вас, потому что тут сейчас такое начнется. Поливать, если еще польется вся вода. Дальше. Вот такое вот алоэ вера. Это разновидность алоэ вера. Но я почему-то подумала, что это типа столетника, вот по-русски был у бабушек. Вот. Ну, он, по-моему, не столетник. Это алоэ вера. Что-то у меня... Вот такой столетник я ни разу нигде не видел, Валя, вот как у бабушек был. Так что надо завести сюда будет. Вот посмотрите, всё. какая корневая хорошая у него. И я думаю, что он хорошо примется. Алоэ вера вот у нас большой, я его сильно не поливаю, вообще практически. Ну, раз в 2 недели, может быть, там чуть-чуть ему воды дам. Потому что если залить ему, корни сразу сбрасывает. И все. Как у людей культурно. Вот, сейчас я корешки все спрячу. Ну, он, конечно, когда он уже скрепится корнями с грунтом, он будет устойчивее стоять. А сейчас пока он не очень устойчивый. Вот. Вот такое количество растений сегодня мы пересадили. Плюс еще вот такая традисканция зебрина. И плюс я хотела вам похвалиться. Помните, я алоэ вера, листочек один отрывала и насаживала вот на эту почку. Видите, уже пустил цветонос. Так что действует. А на этом просто почка погибла. Надо вот эту, на эту или на эту больше алоэ вера. Тоже требует пересадки, но я чуть попозже его пересажу. Сейчас не буду трогать, потому что... Ой, а тут непонятно что. Залеплено. О, корневая лента. Нет, грунт тут хороший, тут не будет стаканчиков торфяных. Вот если с Бельгии приходит, то там надо смотреть. А эти местные, ну, не так вот. Тоже обезвоженная. И мы ее посадим вот в такой стаканчик. Давай. Да, с таким вот грунтом. И с вот такой, чтобы был постоянный полив, потому что традисканцы, они очень любят воду. Сейчас я ее сюда поставлю. Ой, насыпала. Грунт очень рыхлый, быстро просыхает. Естественно, требуется больше контроля. Ой, так. Сегодня у нас Игорь Иванович не настроение, он опять получил штраф. Не напоминай, Валентин. Любит быстро ездить. Превысил скорость, а сегодня ему написали с дружественным приветом «Ваша полиция». Написали хоть это в конце письма? Ну а как же, это они не забывают. Ну, и я не радуюсь, что его, конечно, это тоже, ну, так сказать, не очень приятная ситуация. Ну, и сейчас кругом, вот летом понаставили этих радаров,
Не знаю. Но я говорю, если бы не нарушали, не ставили. Вот не нарушайте, и все. Вот такая традисканция у нас. Еще хотела вам похвалиться. Ребята, не знаю, как вы мне посоветуете. В общем, пошли мы на поле, где собирают тюльпаны. А там перепахали, и там сверху вот так лежали клубни. Стоит ли мне их сейчас сажать или нет? Не знаю. Они прям набитые, твердые. Вот это тоже даже подсох. Да, по-моему, никогда не поздно вот сажать. Я их В много... крайнем случае половину посади, половину сушить положи. Я хотела, чтобы у меня вот такой тюльпан был. И вот такой. Вот такой мне нравится. Ну, такие пускай, если будут, ну, что делать. Ну вот, ребята, вот такая наша короткая пересадка закончилась. По хвостушке не получились, потому что это стандартное растение. Тут падать не надо от радости, ничего. Вот. Мой эпифилиум отцветает. Уже повесил свои цветы. Видите, какой цвет был. Ну, Игорь Обычно вам... цвел тогда. Да, вот. Игорь вам ставит ставочку тут, где-нибудь, или тут, пожалуйста. или тут, что вот так он цветет. Красивый был он. Это уже последние цветы. А то он цвел вообще мощно. К чему я несказанно рада. Ну все. Заканчиваем наше видео. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Подписывайтесь, кто не подписался. С нами весело, интересно А мы и полезно. Пойдем, Валя, сейчас птичий хор слушать. Давай семечек как? наберем, покормим их. Давай. Все. Я не знаю, это как осенью в Сибири, Валя, вот так я помню. Угу. Прекрасная погода. Что там? Угу. Мужчина идет. Мужчина, вот это не надо на мужчин смотреть. Валя, я у тебя тут. Ну Все? все, пока-пока.